Продолжаем, ребят, настраивать AI-сканер, чтобы он находил ранний airdrop активности. Для этого мы с вами сделали уже 3 шага, остановились на 4-м, точнее даже 4-й сделали. И вот обзор оставшихся шагов. Здесь у нас 12, надеюсь, сегодня мы также 3-4 шага выполним. И, соответственно, моя задача показать вам не до идеала довести этот продукт, а просто, что каждый может благодаря Claude AI курсор сделать ту или иную тулзу, удобный инструмент для вашего будущего использования. Именно поэтому сегодня мы остановились на тестнет коллекторе, скорее всего, тут API-шки нужно будет вставлять. Но прежде чем мы это сделаем, нужно нам добавить базу данных. База данных — это то, где будут сохраняться все проекты, которые AI-шка, который наш код нашел, чтобы вы могли отследить, посмотреть. Для этого БД нам уже прислали определенный промпт, который я буду вставлять. Не забываем, что в самом курсоре вот здесь мы ставим Edit Automatic, чтобы он автоматически писал код. И вот сюда как раз вставляем. В прошлой серии у нас уже нашлись какие-то проекты, их даже не разбирал, потом посмотрим. Но сейчас мы говорим нашему курсору, точнее Claude, расширению в курсоре, чтобы он создал сервис, по-другому базу данных. Именно там будут все проекты. Я отправляю полностью промпт, который мне прислали, нажимаю «Продолжить». Процесс создания может занимать от 1 минуты до 10 минут, вы это не видите. Соответственно, видео я обрезаю, либо ускоряю какие-то моменты. Но по факту иногда нужно чуть-чуть подождать и где-то нажимать кнопочку «Yes», если он запрашивает то или иное разрешение. Все, спустя 8 минут Claude создал базу данных, все проверил, работает или нет. И вот это вывод, который он нам прислал, мы можем как раз отправить уже в наш Claude браузер. Но самое интересное будет далее, когда мы с вами начнем настраивать дизайн, когда мы уже визуально можем увидеть, какие проекты сохранились, какие нет. Также я попрошу, чтобы он добавлял нам Twitter ссылку, чтобы мы могли перейти сразу на эту ссылку. Попробуем сделать так, сможет он или нет. У нас следующий шаг я отправил. Шаг 6 — это тестнет коллектор, тоже немаловажная часть, откуда мы будем парсить всю информацию, точнее AI-шка будет парсить TGLs, TLR, Free и Zile. Это те платформы, на которых мы делали активности вручную. Сейчас это все будет автоматизировано, он будет находить нужные продукты, и в будущем можно даже допилить в этот же AI-сканер, чтобы он автоматически делать те или иные действия. Пока моя задача немножко другая, не делать правки, которые вносит сам Claude. Я хочу посмотреть, что он именно создаст, какой будет готовый MVP продукт. Сейчас я отправлю код, а мы можем посмотреть на прогресс проекта. Уже практически половину мы сделали. Чем дальше мы идем, тем интереснее, поэтому давайте перейдем в курсор и отправим следующий код. Короткая, но полезная инфа. Я выделил уникальные преимущества торговли на бирже BingX. Одни из самых низких комиссий, огромное количество торговых пар, упрощенная возможность получения VIP-статуса. Конечно же, удобный и практичный интерфейс самого приложения. И самое главное, быстрое решение любых вопросов через меня лично. Ссылочку на регистрацию я оставил в описании. А теперь продолжаем. Claude сразу показывает хронологию своих действий поочередно. И также хочу напомнить, что он в конце я сделал так, чтобы он коммитил сразу в GitHub. То есть до этого мы создавали GitHub репозиторий, чтобы это все было публично, любой мог зайти посмотреть, либо взять код. И, соответственно, он сразу же после новых обновлений автоматически всю информацию добавляет в GitHub, чтобы вручную это не делать. Это очень удобно. Можно как включить, так и отключить. Итак, этот пункт добавлен, но, как я и говорил, нужны API-ключи, потому что здесь возвращает 0 проектов. И написано, что нам нужна в Gels авторизация, Layer Free динамический контент, и Zile тоже API ключ. Для этого мы должны все это сделать. Давайте, собственно, добавим. В конце всегда показывает, что какой итог, какой вывод и что нам нужно доделать. Мы можем как здесь спросить вручную, как это сделать, так и, в принципе, скопировать и отправить в наш браузер. И вот, собственно, первое ограничение, которое пишет нам Claude, что тестнет-платформы защищены от скрапинга, то есть парсить какие-то данные не получится автоматизированно. И он предлагает несколько вариантов. Это использовать Playwright, не знаю, что это такое, это какой-то браузер определенный. А вариант Б — использовать публичный агрегатор вместо Gels, Layer Free и Zile. Это Defilama API, где все продукты, где вся on-chain аналитика, в принципе, там тоже можно посмотреть, что к чему. CoinGecko API. И
другие. И вариант С, это упростить MVP, сфокусироваться на GitHub, который работает отлично. По сути, для MVP мы можем просто пока оставить GitHub и немножко его подкрутить, чтобы он искал нужные нам проекты. Это вполне достойно. Рекомендация для MVP, он предлагает заменить нерабочие тестнет-коллекторы на DeFi Llama и бесплатный API без ключей. Вот, в принципе, промпт. Опять же, я говорю, что я буду делать все, как он предлагает, с легкими правками, там, где нужно мое участие. Поэтому то, что он предложил, DeFi Llama, давайте попробуем, что он будет искать, очень интересно. Поэтому промпт он уже нам написал. Для этого мы пишем просто в браузере о том, что мы поменяли стратегию, теперь мы добавляем DeFi коллектор. Итак, у нас хорошие новости. DeFi Llama работает. Уже нашлось более 50 проектов ранних, как он пишет, Early Stage DeFi. Плюс 44 GitHub. В итоге у нас 94 проекта на данный момент есть. И мы можем проверить. Вот здесь работающие коллекторы. Что мы, собственно, можем сделать? GitHub репозиторий, DeFi протоколы. Давайте попробуем вот эту команду вот сюда ввести. Что, собственно, делает прямо сейчас? Фильтрует по TVL от 1К до 10 миллионов. По новым чейнам находит проекты за последние 6 месяцев, обогащает данными о раундах финансирования. То есть уже автоматизировано. Вот это все мы с вами копируем, переходим, отправляем сюда. И сегодня сделаем еще один последний шаг. Это AI-анализатор, чтобы... я хочу, честно, ввести правки от себя очень качественно, но хочу также глянуть, что он предложит. А в конце уже, когда будет готовый продукт, делать те или иные правки, показать вам. Поэтому давайте я не буду ничего вводить. Напишу ему следующий шаг. Итак, 7-й шаг. Уже подходим к самому сочному, интересному. Это AI-анализатор, который будет сохранить результаты в базу данных, генерировать промпты для ручного анализа. То есть уже вручную мы можем более детально отбирать, какие стоит нам проекты, разбирать, какие нет. Он нам генерирует вот такой огромный код. Давайте дождемся его генерации и отправим в расширение Claude в курсоре. Ребят, сейчас я не могу вам показать визуально, как это отбирается проект, это как у нас еще фронтенд не настроен, визуал. Но в следующей серии будут очень интересные, поэтому каждую серию досмотрите. Если начало не глянули, тоже обязательно посмотрите, с чего мы начинали и для чего я это делаю. Большую часть работы мы с вами сделали, AI-анализатор добавлен. Он работает следующим образом. Мы получаем проекты для анализа, к примеру, 50 штук. Этот AI-анализатор генерирует промпт для каждого проекта, стоит ли заходить, проявлять активности какие-то и так далее. И сохраняет результат, чтобы потом мы могли посмотреть. То есть этот промпт мы можем сейчас вручную, то есть у нас есть промпт, мы можем ввести, проанализировать в будущем, можно добавить API именно Claude, и чтобы автоматически это все было, это несложно. Мы с вами сделали структуру проекта, Python окружение, базу данных, GitHub коллектор, сервис сохранения проектов, DeFi Llama коллектор и AI-анализатор. Осталось планировщик задач, и далее уже пойдет интересно, далее пойдет визуал, это фронтенд, компоненты UI и финальная сборка, а потом что-то может интересное докрутить. И этим продуктом после деплоя вы также можете пользоваться. Не забывайте, можете в комментариях написать, что добавить сюда после деплоя. Я обязательно учту ваши пожелания и постараюсь это выполнить. Всем пока!